Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Пострадавшие в Харькове и Кривом Роге Россия вновь атаковала мирное население Украины. Визит Кирилла Дмитриева в Вашингтон. Что известно о кремлевском переговорщике? Москва нацеливается на Харьковскую и Днепропетровскую области. Интервью с военным аналитиком «Медузы» Дмитрием Кузнецовым. За дискредитацию военных и призывы к санкциям российские власти планируют не только сажать, но и конфисковывать имущество. Начнем выпуск с новости о мирных жителях, которые пострадали в результате атак России на Харьков и Кривой Рог. Моя коллега Ксения Туркова с подробностями. В ночь на среду Харьков оказался под ударом беспилотников «Герань-2». Большинство попаданий пришлось на промышленную зону. Там возникли крупные пожары. Однако пострадало и около 2 десятков частных домов. Ранения получили 8 человек, среди них 9-месячный младенец. Надо отметить, что в марте количество обстрелов Харькова российскими военными выросло вдвое по сравнению с февралем. Всего за последние сутки Россия атаковала Украину более 70 беспилотниками. Удары дронов пришлись по Донецкой, Харьковской и Одесской областям. Кривой Рог, между тем, пострадал от удара баллистической ракеты. По последним данным, погибли 4 человека, еще 3 получили ранения, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Россияне атаковали одно из предприятий, однако пострадали и многоквартирные жилые дома. Постоянным ударам по-прежнему подвергается и Сумская область. Директор Департамента гражданской защиты населения Сумской областной военной администрации Александр Милош сегодня сообщил, что из региона уже эвакуировано более 47 тысяч жителей, в том числе более 7,5 тысяч детей. Больше всего жителей, около 4 тысяч человек, вывезли в более безопасные места из Краснопольского района области. Он граничит с российскими Белгородской и Курской областями. По данным местных властей, из-за войны местных жителей не осталось в 48 населенных пунктах Сумской области. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, только за последние сутки Россия сбросила на этот регион более 50 управляемых авиабомб. По словам Зеленского, удары по разным областям Украины были направлены против объектов энергетической инфраструктуры. В Сумской области дрон попал в подстанцию, а в Никополе Днепропетровской области артобстрел повредил линию электропередач. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению, подчеркнул украинский президент. Кроме того, Украина вновь обвинила Россию в нарушении собственного обещания остановить удары по энергообъектам Украины, данного Путиным во время разговора с Трампом. В МИД России, в свою очередь, заявили, что Москва соблюдает мораторий на удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, обвинив Киев в несоблюдении договоренностей. Российские власти также заявили, что в ночь на 2 апреля в Таганроге и Курске украинские дроны повредили жилые дома. Есть пострадавшие мирные жители, десятки жителей были эвакуированы из многоэтажки в Таганроге. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в эту пятницу пройдет встреча военных команд из небольшой группы стран, готовых разместить военный контингент в Украине, цитата, «в том или ином виде». Владимир Зеленский назвал предстоящее мероприятие глубокой встречей. По его словам, в пятницу встретятся военные команды нескольких стран, узкий круг. Главной темой будет готовность стран-участниц разместить в Украине контингент в том или ином виде. Об этом Зеленский заявил журналистам во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Были консультации, а это будет первая глубокая встреча, сказал украинский президент. Мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали. Важно, что диалог будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны. Конец цитаты. Другие подробности встречи пока неизвестны. Напомним, 28 марта Зеленский анонсировал встречу на уровне представителей генеральных штабов в Украине, посвященную будущему развертыванию военного контингента. Так называемая коалиция решительных во главе с Францией и Британией уже несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего перемирия. При этом президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, будущий контингент не будет выполнять функцию миротворцев. Это будут так называемые «force de réassurance», что с французского переводится как «силы для укрепления уверенности» или «силы сдерживания». На этом завершаем военный обзор ситуации в Украине и перейдем к международным новостям.
Главная новость дня, связанная с Украиной, пришла из США. СМИ обсуждают визит в Вашингтон главы Российского фонда прямых инвестиций и представителя президента России по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Источники CNN сообщают, что американские власти временно сняли с Дмитриева санкции, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в страну. На момент записи подкаста дата и время встречи не были объявлены, однако переговоры Дмитриева и Белого дома подтвердили в Кремле. Подробности о том, кто такой Кирилл Дмитриев, в аналитической справке «Радио Вашингтон». В Вашингтон для встречи со спецпредставителем президента Трампа Стивеном Уиткофом прибывает спецпредставитель президента Путина Кирилл Дмитриев. Это первый за 3 года визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон. Предполагается, что главной темой переговоров будет завершение войны России с Украиной. Дмитриев очень необычный переговорщик. Уроженец Киева, 49-летний Кирилл Дмитриев сделал блестящую карьеру. Он получил великолепное образование в лучших университетах США, успешно работал в известных международных компаниях. А вернувшись в Россию, преуспел и там, заключив несколько громких сделок. В 2011 году он перешел на государственную службу и возглавил только что образованный Российский фонд прямых инвестиций, задача которого – вывод на российский рынок иностранных инвесторов. Помимо этого, согласно официальной биографии Дмитриева, он стал членом руководства важнейших для России международных организаций БРИКС и АТЭС, а также вошел в советы директоров ведущих российских компаний в сфере финансов, инфраструктуры, полезных ископаемых и транспорта, то есть Дмитриев стал одним из ключевых игроков в российской экономике. Дмитриев также стал одним из первых граждан России, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции после начала открытого вторжения в Украину. Дмитриев попал под санкции уже 28 февраля 2022 года. Министерство финансов США тогда сообщило, цитирую, «Кирилл Александрович Дмитриев – близкий партнер Путина. Дмитриев – выпускник американских университетов и имеет связи с американскими консалтинговыми и финансовыми фирмами. Он использовал свои связи с университетами и организациями в Соединенных Штатах, чтобы выступать в качестве представителя президента России в американских институтах, тем самым обеспечивая доступ и к ключевым экономическим возможностям в Соединенных Штатах. Он и его жена, как полагают, также близки к одной из дочерей Путина, Катерине Тихоновой. Для поездки в Вашингтон президент Трамп должен будет временно или навсегда снять с Дмитриева санкции. Но обратимся к недавним новостям. 28 февраля произошел известный спор президентов Трампа и Зеленского в овальном кабинете Белого дома. После этого США заморозили ряд программ помощи Украине и прекратили вести наступательные кибероперации против России. 3 марта совершенно случайно совпали 2 события. Об одном написали все мировые СМИ, другой никто не заметил. Президент США Дональд Трамп заморозил всю военную помощь Украине, а Кирилл Дмитриев создал профиль на платформе X, принадлежащей Илону Маску. Свой аккаунт в X Дмитрий ведет только на английском. Он писал, что благодаря лидерству президентов Путина и Трампа мир стал намного более безопасным местом, что бывший посол США в России Майкл Макфол и агенты глубинного государства из уважаемого исследовательского центра «Атлантический совет» ошиблись. Они толкали мир к Третьей мировой войне, но теперь их планы сорваны. Он перепостил пост вице-президента США Джей Ди Венса и сообщил, что Третью мировую войну удалось избежать благодаря возобновлению зерновой сделки. Ну и что Трамп сокрушил нарративы Байдена, попытки нанести поражение России провалились, и что необходимо сосредоточиться на инвестициях, экономическом росте, искусственном интеллекте и исследованиях Марса. Последние 2 пункта явно были адресованы Илону Маску. Дмитриев также писал о необходимости возобновления связи США и России во имя новой эры стабильности. Вот еще один из его постов, цитата. «Трамп произвел тектонические изменения в геополитике. Лживые вредоносные парадигмы рушатся, уступая место здравому смыслу и решениям, основанных на духовных ценностях. Западная цивилизация, измученная неконтролируемой иммиграцией и идеологической тиранией, переживает жесткую перезагрузку. Дмитриев предположил, что мы наблюдаем рассвет нового просвещения». В значительной степени Дмитриев распространяет нарратив, одинаково близкий Путину и Трампу, иногда косвенно цитируя обоих. Об Украине он упомянул лишь 1 раз, разместив карикатуру на Зеленского. Формально Дмитриев высокопоставленный чиновник, однако он бизнесмен по духу. В прошлом Путин не использовал людей с бизнес-бэкграундом для выполнения столь важных дипломатических поручений. Такие задания поручались профессиональным дипломатам или спецслужбистам. Но в Кремле хорошо понимают уникальность администрации Трампа. Он и сам бизнесмен, как и его спецпредставитель Стивен Уиткоф и как Илон Маск. Бизнесмены своей главной целью считают получение прибыли. Именно так работает бизнес, но, увы, не так работает государство.
Это была аналитическая справка радио «Вашингтон» о Кирилле Дмитриеве, который ранее участвовал во встрече в Эр-Рияде, где российские и американские делегации обсуждали урегулирование войны в Украине. Пока договоренности о прекращении огня в Украине нет, Россия продолжает попытки оккупировать все больше территории Украины. Интенсивность боевых действий не снижается, и очевидно, что Москва нацеливается и на территории, которые она своими не объявляла, в частности, на Харьковскую и Днепропетровскую области. В то же время украинская армия все сильнее ощущает дефицит вооружений на фоне непростых отношений Киева и Вашингтона. О том, каковы могут быть дальнейшие российские планы в Украине, а также об уровне оснащенности ВСУ западным оружием, мой коллега Данила Гальперович поговорил с военным аналитиком независимого издания «Медуза» Дмитрием Кузнецовым. Мы знаем какие-то длящиеся планы, которые продолжаются. Прежде всего, это наступление между Покровском и Великой Новоселкой. Российские войска пытаются проломить фланг обороняющейся в Покровске и контратакующей украинской группировки. И есть значительное продвижение поселка Новопавловка. Это уже Днепропетровская область. Это такой важный тыловой район для всей этой группировки украинской. Ну и есть продолжающиеся бои на границе Сумской области и Курской, и теперь еще Белгородской. Это те группировки, которые, собственно, вели бои за Суджу, теперь продолжают сражаться прямо на границе. Российская армия зашла в Сумскую область до того, как отбила Суджу. Пытается перерезать дорогу, которая как раз ведет из города Сумы в Суджу, где есть несколько опорных пунктов украинских войск. При этом ВСУ, в свою очередь, пытались атаковать через границу на стыке Белгородской и Курской областей. И, собственно говоря, будущее развитие событий зависит от того, как командование российской армии и украинской распорядится войсками, которые высвободились после фактического окончания Курского сражения. Пока незаметны никакие переброски. То есть, если переброски этих войск, вероятно, часть этих группировок уже расформирована и отправилась в какие-то другие места, но на фронте они еще не появились. При этом и с той, и с другой стороны были задействованы десятки тысяч военнослужащих, десятки соединений. И это, конечно, существенная сила. И от того, как стороны этой силы распорядятся, зависит ход весенней кампании. Что можно сказать о нынешней оснащенности ВСУ западными вооружениями и боеприпасами? И насколько велики потери этой техники у украинцев в боях с российской армией? Есть визуальное подтверждение потерь техники, и есть представление о том, сколько техники было поставлено. Где-то начиная с зимы 2024 года, если говорить про бронетехнику и артиллерию, в значительной степени ВСУ опираются именно на западную технику. Это связано как с предыдущими потерями техники советского производства, так и с недостатком боеприпасов, которые у советской техники иные, нежели на Западе. И взять их сейчас неоткуда, эти боеприпасы. Поэтому произошло замещение на западную технику. В случае с бронетехникой это в основном, если не считать танков, это американские машины. Соответственно, они требуют запчастей, боеприпасов и всего остального. Возможно, в связи с политическими событиями часть этой техники придется менять на европейскую, с чем у стран ЕС есть сложности. Сами испытывают дефицит. Что касается соотношения поставок и потерь, по разной номенклатуре потеряно от трети до половины поставленной ранее техники. Это, конечно, существенно ослабляет ВСУ, и Украине требуется продолжение поставок, причем, возможно, опережающими темпами, то есть с увеличением темпов. Вы слушали интервью моего коллеги Данила Гальперовича с Дмитрием Кузнецовым. В заключении нашего подкаста новости о новом витке атаки на антивоенно настроенных жителей России. Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за дискредитацию военных и призывы к санкциям. Как передает Радио Свобода, авторы законопроекта предлагают признавать иностранными агентами, цитата, лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия. В качестве примера приводится Международный уголовный суд, который выдал ордеры на арест подозреваемых в совершении военных преступлений. Среди них Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и другие высокопоставленные российские официальные лица. За содействие таким организациям, как Международный уголовный суд, авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы. Кроме того, до 5 лет лишения свободы предлагается давать за призывы к санкциям против России. В действующие статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают конфискацию имущества, будут добавлены новые квалифицирующие признаки о дискредитации вооруженных сил, призывах к санкциям, а также об оказании содействия в исполнении решений международных организаций.
Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая, которая анонсировала законопроекты, написала, что за так называемую дискредитацию российской армии будет грозить до 5 лет колонии с возможной конфискацией имущества. Сейчас уголовное наказание по статье о дискредитации мягче, а к уголовной ответственности по ней можно привлечь только после 2 административных наказаний за так называемую дискредитацию. Кроме того, депутаты хотят вносить в реестр иностранных агентов тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против России. Также законопроекты разрешают проводить судебные разбирательства без участия подсудимого в случае 20 составах преступлений, в числе которых распространение военных фейков, призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России. Авторы законопроектов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Ирина Яровая, руководители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, а также депутаты от этих партий. На этом на сегодня все. Провел для вас сегодняшний подкаст ведущий Алексей Горбачев. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!